LTOs, the beverage maybe I would say so. It was only LTO, and they decided to go it for the whole year. Сегодня у нас большая дегустация по напиткам, и она направлена, нам можно говорить, куда она направлена? На европейский рынок. Мы отбираем те концепты, которые будут качать именно там, и они будут востребованы. Все прекрасно. Мы открываем сразу несколько стран, запускаем несколько новых пиццерий, достраиваем нашу аналитическую платформу. Через несколько недель должна запуститься Германия. Да, мне скучно без офиса и без ребят. Тимофей, проходи. Вот, да, мы подружились с Тимофеем. Я звезда. В Сыктывкаре все хорошо. Мы закончили ремонт в бухгалтерии. Теперь вместо учебной пиццерии у нас классная бухгалтерия. Надеюсь, им очень нравится. А у Оси очень хорошо, очень много народу стало приходить к нам. У нас теперь есть бактерицидные рециркуляторы, которые обеззараживают наш офис, и мы не будем никогда болеть, все будут здоровенькие. Бактерицидные рециркуляторы. Скоро мы можем продавать цветы, потому что у нас 5 штук стоит, и мы их выращиваем. Вот. Мы начали входить в офис работать, и это нам не хватало на самом деле. Да, я хочу сделать просто про город Биробиджан, который находится на Дальнем Востоке, и который нужно рассказать нашим потенциальным партнерам, что это город свободный, и надо его занимать, и делать там выручку от 3,5 миллионов. Это вполне возможно. Кстати, не хотите посоветовать в Биробиджане? Хорошее предложение. Друзья, всем привет. Сейчас я запущу презентацию. Всем привет, меня зовут Синицына Женя. Но перед тем, как начать мою презентацию, мы начнем с представления новичков. К нам в команду с сегодняшнего дня выходит Кристина Колесникова. Кристина выходит на позицию Head of SMM. Кристина раньше работала в Grow Food, в Известиях, и вообще изначально у нее был диплом журналиста, но Кристина быстро поняла, что журналистика — это не для нее, и ушла в маркетинг. Кристина очень классная, Кристина помогает в приюте и очень любит домашних животных. Вот, в ближайшее время вы с ней все познакомитесь, и я очень рада ее выходу. Прошу любить и жаловать. Вот, так как я из команды бренда, я сегодня вам буду раскрывать некоторые секретики нашей работы, но перед этим давайте мы с вами посмотрим видео. Когда аромат на первом месте, это песто. Яркий базилик в уникальном соусе и... Закажите комбо с пиццей песто сейчас и получите фирменный додстер в подарок. Комбо песто от Додо. Откройте новый вкус. Додо. Когда аромат на первом месте, это песто. Яркий базилик в уникальном соусе и... Пицца песто. Додо. Откройте новый вкус. Только что, друзья мои, вы посмотрели 25 секунд эфирного времени нашей рекламной кампании про сезонную новинку пиццу песто. Эта рекламная кампания у нас шла с 17 августа по вчерашний день. И, как вы могли заметить, 25 секунд — это очень мало. Но за этими 25 секундами стоит работа многих больших команд. И так как в продакшн федеральной компании мы делаем на аутсорсе, моя цель сегодня вас погрузить во внутреннюю кухню и рассказать о том, как делается такая реклама от А до Я. Начнем. Конечно, даже при такой креативной задаче у нас все начинается со стратегии. Напомню вам, что наша основная цель с точки зрения коммуникации на этот год — это сделать так, чтобы каждый россиянин знал, что вот если самая вкусная пицца, то это 100% Додо Пицца. Рассказывать о вкусе мы начинали с рекламной кампании, где наши реальные клиенты рассказывают об основе нашего вкуса, о тесте, соусе и сыре. Теперь мы решили перейти к трансляции нашего новаторства в создании вкусов, и мы поняли, что миссия наша, как самого большого федерального бренда, это помогать людям по всей России открывать для себя новые вкусы. А новые вкусы — это сезонные бомбические новинки, как говорит Костя Оганезов, которые мы запускаем каждые 2 месяца. Но это довольно, согласитесь, абстрактная задача, должна воплотиться в креатив, а потом еще и в ролик на ТВ. И тут мы привлекаем профессионалов для того, чтобы создать креатив, который будет отвечать нашей стратегии и нашей коммуникационной задаче.
На фотографии Артем. Это режиссер данной кампании и сценарист. Задача Артема и его команды — написать сценарий ролика согласно нашему брифу и сделать на него раскадровку. В этот раз он работал над задачей раскрыть вкус сезонной пиццы песто. Вот он, вы видите, присланный Артемом копирайт, который ему еще и важно там уместить в наш хронометраж 10-15 секунд, сказать все условия акции, пока раскрыть УТП вкуса данной пиццы. И зачастую вообще работа с хронометражом — это самая сложная часть, ведь емко и понятно сказать все вот эти вот глобальные мысли за 15 секунд довольно-таки сложно. Потом по сценарию и копирайт создается раскадровка. Раскадровка — это сценарий с картинками о том, что происходит в кадре, какой звучит текст. И тут режиссер должен продумать там все визуальные фишечки, чтобы раскрыть вкус и вызвать слюноотделение у зрителя. И вот сейчас мы с вами посмотрим, вот так быстро пробежимся через раскадровку, которую прислал мне Артем, когда мы планировали съемки кампании про песто. Интересно на нее сейчас посмотреть, да, после готового ролика и увидеть, как вот эти вот уродские картиночки потом в итоге воплотились в действительно такой большой ролик. Вот, окей. Мы с вами утвердили вот эту вот раскадровку, сценарий, и стадию создания креатива мы с вами закончили и переходим к стадии препродакшена, подготовки к съемке. Это момент, когда арендуется оборудование, создается реквизит, выбираются модели, локации. Короче, ну, на препродакшене вся команда планирует съемки, и это отдельный процесс, наполненный миллионом чатов и хаоса, который происходит зачастую на стороне агентства, и мы в целях экономии времени сегодня не будем погружаться с вами в это. Окей, предположим, мы с вами провели предпродакшн-митинг, где закрыли все вообще финальные вопросы относительно подготовки, и мы готовы к съемке. И тут начинается самое интересное — сама съемка. Когда в 6 утра команда приехала и подготовила там съемочную площадку, мы залепили пол и стекла полиэтиленом, включили печку в R&D, вся жизнь всех членов съемочной команды начинается по вот этой заветной бумажке КПП. Вы помните нашу раскадровку? Она переросла вот в такой лист, где кадры расположились в новом порядке для съемки, и на каждый из них там прописан тайминг и нужное оборудование. Это наш план на съемочный день. Вот мы с вами замоторились, начали съемку. Но кто же все эти 20 человек, которые бегают по съемочной площадке, и что вообще там происходит? Люди, которые зачастую сидят перед плейбеком на съемке, это я, продюсер и режиссер. Наша задача вообще все время принимать решения. Конечно же, режиссер на съемочной площадке главный. Он управляет там всей командой и принимает все вообще художественные решения. В помощь ему есть второй режиссер, который помогает ему организовывать людей там, и рабочее пространство. Самое важное место на площадке — это плейбэк. Это место, где можно увидеть такую трансляцию того, что в данный момент происходит у оператора в камере. И, глядя в этот экран, принимаются все решения о именно постановке кадра. Конечно, самая выносливая команда на площадке, которая всю смену работает без остановки, это вот оператор-постановщик с так называемыми светиками, специалистами по свету. Эта банда все время там крутит приборчики, кидает блики на пиццу, управляет с тенями и создает вообще красоту в кадре. И интересный факт: для того, чтобы, например, выставить свет, да, и подготовиться к съемке одного кадра, где, например, просто рука открывает коробку с пиццей, может занимать от 1 до 3 часов. Оператор и режиссер также плотно работают с фудстилистами. Наши прекрасные феи-фудстилистки из команды Футолабы как успевают готовить крутейшие пиццы именно в R&D, потом выкладывать композиции из ингредиентов вместе с художниками в кадре, и также, если нужно, они пудрят, вернее, там, промаслят наших моделей, доттер, пиццу и так далее. Важнейшую роль вообще в красоте ролика играет команда художника-постановщика и художника по реквизиту. Они ответственны за весь реквизит, декорации, красоту предметов и расстановки в кадре. Вообще у этих людей очень увлекательная работа. Вот смотрите, как они собирают какой-то странный девайс, накладывают на него листья базилика, потом они что-то делают под столом с каким-то баллоном, и все в итоге заканчивается вот этим. Увлекательным.
Вот. Но это еще не все. Наша жизнь вообще была бы ужасной на съемочной площадке без Коли, нашего монтажера. Он монтирует ролик прямо в процессе съемки после того, как мы отснимаем каждый кадр. Это помогает нам понимать, как кадры клеятся друг с другом, как мы управляем хронометражом и не делаем ли мы фигню. Один из самых важных людей на площадке, запомните его, это Петя, visual effects специалист. Петя может принимать решения относительно правила, которое называется «поправим на посте». Короче, предположим, мы с вами сняли идеальный с точки движения кадр. Но вот там мука села на салат, или мы заметили то, что помидорчик оказался не очень там фотогеничным. И только VFX-адвайзер может принять решение, можем ли мы замазать это потом на постпродакшене и поправить этот косяк, или же все-таки нам дешевле сейчас потратить время на съемочной площадке и переснять этот кадр. Вообще в съемках правило время, деньги, оно очень важно, так что наличие Пети на площадке экономит нам бюджет. Пети команда не заканчивается. Теперь у нас еще есть роборука. Роборука — это такая штуковина, к которой прикрепляется камера, движения которой настраиваются в специальной программе. И роборука дает более сложные, но при этом плавные движения, которые невозможно на самом деле физически повторить человеку. Из-за этого ролик получается более динамичным и визуально более интересным. Роборуке, конечно, помогает ее программер на площадке, который работает в связке с оператором. И не поверите, но на площадке даже есть отдельный человек, который управляет фокусом в камере. Вот Леша, наш фокус-пуллер. Вот, в итоге работа всех этих людей вместе на площадке выглядит примерно так. Окей, мы с вами активно снимали там с 7 утра до 11 вечера, отсняли все кадры, это спались. Коля, наш монтажер, выбрал лучшие дубли и склеил их в ролик. И тут Артем мне присылает вот этот ролик. Давайте посмотрим. Когда аромат на первом месте, это песто. Яркий базилик в уникальном соусе и чоп, ших, шлеп. Закажите комбо с пиццей песто сейчас и получите фирменный додстер в подарок. Пицца песто от Додо. Откройте. Новый вкус. Додо! Как вам понравилось? Вот таким бы вот ролик был, если бы не следующий очень важный этап, это этап постпродакшена. Постпродакшн — это зачастую несколько недель ада, когда мы пытаемся вот сделать вот это, то, что вы сейчас увидели, тем, что вы увидели в самом начале моей презентации. И помните важного человека со съемочной площадки Петю? Сейчас как раз-таки его выход. Вот. На работу постпродакшн специалистов вообще интересно смотреть по схеме до-после. Вот сначала Петя начинает клинап, и все, что он согласился замазать на посте, он начинает делать. Вот тут вы видите приделанные на железяке додстер, морс и пиццу. И после работы Пети они ставили левитирующими в воздухе, прямо как у нас в приложении. То есть вот этих железячек больше нет. Не поверите, но если снять вообще экран телефона на камеру, он будет так стробить и очень сильно мигать. Поэтому мы снимали экран, делая хромакеем. Вот что у нас получилось. И после того, как Петя сделал то, что называется композинг, в айфоне появился интерфейс нашего приложения, а потом еще и он стал композицией с комбо. Также у нас была задумка, что наш логотип превращается на логотип на коробке, и потом мы видим пиццу песто, и появляется прекрасная графика. Вот Петя поработал над графикой, и вот что получилось из этого кадра. А вообще, из-за технических там особенностей видеосъемки невозможно добиться, чтобы все цвета в кадре были идеальными и яркими, когда это, тем более касается там пестрой пиццы, которая лежит на разного цвета фонах. Поэтому существуют такие люди, колористы, это люди, сидящие в темной комнате с кучей экранов, к которым ты приезжаешь, и они кропотливо делают каждый оттенок более насыщенным и соответствующим твоей задумке. И благодаря этим специалистам кадры становятся более красивыми и яркими, как вот, например, тут на сравнении пиццы песто.
Конечно, важнейшая роль в этапе постпродакшена у звукорежиссера. Это человек, который пишет музыку, передающую настроение ролика, создает динамику за счет саунд-эффекта, и вот эти вот артемовские шлеп и так далее заменяют на реальные настоящие звуки. А также он записывает голос диктора, режиссирует его голос так, чтобы он интонационно передавал настроение нашего ролика. В итоге, ребята, мы с вами пережили все недели правок, мы получаем готовые ролики, версии которых вы видели в начале вот в моей презентации. Но, к сожалению, это не все. Нам нужно запустить это все на ТВ. Но не поверите, но для того, чтобы юристы Национального рекламного альянса приняли эти ролики, нам нужно дать юридическое подтверждение буквально вообще каждой секундой ролика и все, что мы там говорим. И тут бы начался мой персональный ад, если бы не наш прекрасный юрист по маркетингу Мадина, которая на всю компанию Песто составила, наверное, 20 писем, собрала папку документов, написала лигалы на всех ролики. И вот так вот Мадина комментирует эту ситуацию, но стойко принимает все правки, и мы, наконец-то, действительно с вами запускаем благодаря Мадине эту рекламную кампанию на ТВ. Вот, вы и другие миллионы жителей сидите 2 месяца, смотрите эту рекламу, а мы ждем эти 2 месяца для того, чтобы оценить ее влияние на бизнес. И для оценки компании мы смотрим на такие бизнес-метрики, как там рост продаж, скачек мобильного приложения. А креатив мы оцениваем в рамках нашего исследования здоровья бренда. Вот тут вот слайд специально оттуда, который специально, чтобы вы тут ничего не поняли. Вот. А креатив мы оцениваем в рамках его. Мы смотрим, как выросли там имиджевые характеристики вкуса к периоду до этой рекламной кампании. Но аналитика рекламной кампании, друзья, это отдельная тема, требующая вообще отдельной презентации. И об этом я вам расскажу в другой раз. Но так как у нас как раз вот подошел вот этот период рекламной кампании про пиццу Песто к концу, я вам спойлерю, что скоро мы опубликуем отчет замера здоровья бренда и оценим как перформанс данной кампании. Вот. На этом у меня все, и я передаю свое слово Дэвиду. Всем peace. Good morning from the UK. My name is Дэвид Суинни. I head up some of the UK business development in the UK. So I'm here with a really great team of people. And so I just started running this through. This is me on a bike in Brighton pretending to deliver pizza, but I actually wasn't delivering anything. I was only posing for the camera. So yeah, my background is I was with Papa John's for several years, heading up the development for Europe. I was CEO of Easy Pizza, which was a portal for ordering pizzas through independent chains. And then I was consulting in pizza, and that's how I discovered Dodo. And I really love Dodo Pizza. I think Dodo Pizza is amazing because of the innovation, the courage of taking on the big giants in the global market, and the people. And I also love franchising as a business model. I think it's a super good thing. I'm not alone. We have a fantastic team in the UK. We have a wonderful team of people here in the UK in product development, marketing, general management, finance, product development, and we even have a dog. We like dogs in the UK. So we have a really wonderful team of people across all the functional areas, and we are now ready to start doing our thing. I'm going to talk a little slowly because I know that not everybody is Irish, and in Ireland we all talk at 100 kilometers a second. So I'll slow down and talk rather gently. The UK market is very big. It's a very big market. It's a super busy market. You will recognize some of the brands on here like Domino's and Papa John's and so forth. There are also several other international brands here, as well as some really good homegrown brands. So you got brands in there like Pizza Pilgrim, Mod is an international brand, Franco Manca is a really good local brand in the UK. And local to us right in Leamington, we have Bertelli's and Basement Browns, two very good local brands that we have where we are. The market itself is huge, very difficult to quantify, but it's estimated to be worth in the region of £5 billion sterling a year. So it's a very big market.
Home delivery is growing. This pie chart you'll see here is pre-COVID, where 23% of the market was being delivered to people's homes. That actually has moved out to more like 50 or 60% in the height of the shutdown. And so that's been a huge area for us. Home delivery is really growing across every sector in the UK. The big chains dominate the home delivery sector. So a bit like Domino's, Papa John's, and so forth, they dominate that. They have about 2,000 stores between Papa John's, Domino's, and Pizza Hut, and they take about 50% of the delivery market. So that'll give you a bit of an idea. I have a couple of slides coming up here. One is buzz and both of them are buzz and trends. But some of the buzz and trends, firstly here is about the buzz and trends in the consumer, and the next one is about buzz and trends in the franchise community. The buzz and trends for consumer expectation, really. I'm going to show you on the left column, we have the main buzz and trends, and I believe what our answer is to that on the right-hand side. So, for example, service is one of the absolute key things. Service levels are huge. People expect when they order something for it to be delivered on time, in good condition, and to be accurate, for the order to be accurate. We believe we can really do that with Dodo-IS and the handheld app on iPhones and so forth, and the delivery models that we're using. So that service is going to be really massively important for us. Menu is very important as well. We want to differentiate ourselves from the rest of the market, and I think we are doing that with the new Roman style pizza that we're bringing in, which also has the added benefit of arguably being a healthier product. So we're going to be launching this product, a little bit more on that. I'll show you some photographs of the development in a few seconds. Authenticity is really important as well. Traceability of food from field to fork is really important. So having really high quality ingredients and really good partners with this. So the menu development team have done a superb job in identifying really high quality products that create a wonderful end product, but not only that, but also are doing it in a sustainable way. Environmental issues are also important for the consumer, and we're trying to work with as many local people as we possibly can with supplies. Particularly in Leamington, right in the middle of England, we've got some great cheese suppliers. So we're going to be working some very creative menus from their wonderful ingredients. Franchising is a great business model, and it's very popular in the UK. The main thing for us is commercial viability. I want to be able to turn around and look a franchise partner or potential franchise partner in the eye and say, yeah, we have proven that this concept works, and we're doing that by our corporate store lead. So we're leading in Leamington, plus a few more stores in the first half of next year. So we're going to be really doing that. With the new model we have, there's full scalability, because most franchise partners, when they come along, they want to open one store, but really they want to open up 6, 8, or 10 stores. And if they're in a large town or city, say, for example, like Nottingham, they want to own the whole town. So they want to be able to scale up rapidly to amortize the cost of their marketing. So that's going to be a really important thing for us. Marketing innovation, we really are in a new place called Fast Gourmet, and I'll show you what we mean by that in a few seconds. And we really own the marketing space. That's one of the great advantages we have with our in-house team in the UK and our in-house team in Russia, to be able to develop really strong marketing messages using social media. Another great thing from a franchising point of view is there are no hidden costs. Once you pay the initial fee and you open the store, there it is. You pay a royalty, and that's the ongoing charge. We're not charging people for online ordering and all sorts of other hidden charges that people get involved with in this business. So we're keeping it very, very simple and very clean. Proven systems and processes. Now, this is super important, because from environmental health officers, when they go approving a store, one of the things they like to see is properly documented processes and procedures for hygiene and work methodologies and so on. And so do franchise partners, because they want to be able to see that they can hire staff and train staff and get the right results. It also gives us huge credibility, and gives our potential franchise partners huge credibility with the banking institutions when they want to go and borrow money. So that's where we are. So in the UK, I mentioned Fast Gourmet. So what is Fast Gourmet? Well, if I break this down a little bit, these are some of the people we all know and recognize. So fast food, and we've got fast casual brands in there. Fast Gourmet is where we're sitting, right there with Pinza. And then to our right, we have the more gourmet ones where you go in and you dine in, and it's a very special occasion. So we're giving people a really superb product, but we're giving it to them in speed. We're using speed to get it to them. So it's fast and it's gourmet. Now, what do we mean by that?
menu is all important. We're actually inspired by what happened and what was done in China. The international development of the product in China is very inspirational for us in the UK. And I think this is the future for us. So you can see some of the photographs there. Some of those are from China, some of them are from the UK. So we're developing the dough and the toppings and so forth here. And we're breaking the mold. You know, pizza doesn't have to be round. We're repositioning the classics, which is fine. We're going to have, you know, margherita and pepperoni, these popular products. But in addition to that, we're also going to do some exotic things. Like, for example, in the test kitchen last week, we had a lobster and mango pizza. There you go. Didn't have that in the west of Ireland when I was growing up, but it's a fantastic product. Now, Leamington, and you know, the store innovation and design is super duper important. We really need to get this right. Our store is going to be, I think, the nicest pizza store in Leamington Spa. It's going to look absolutely superb. And this store is designed to have super fast production, really, really super fast production, optimizing labor, which is very important for the profitability of our stores in the UK. Now, this building, you can see from the drawing, is a multi-purpose building because we'll be able to have all our dough baking facility in there. We'll have the hot shop for finishing off the pizzas for the consumer. We also have a consumer tasting facility and a marketing area where people can come along and have meeting rooms and so forth. And we can also use that meeting room for training franchise partners where everything is under the one roof. So this is a building around about 160 square meters, and we're using every square meter of that to maximize the effectiveness of the building and with multi-purpose functionality there. Leamington itself is a lovely town. It's a very significant market town, and it's got a mixed population. We selected it deliberately because it's a very stable town in that there's a lot of working people there, but we also get a rise of student population in the winter months. And in total, we can probably reach about 100,000 people within a 10-minute drive time of the store. So we're very happy with that, and we will grow into that space over the first 6 months of the store being there. Leamington itself is a very social town. There's a big cafe culture. Lots of people dine out for coffee and chat, and there's always movement, which is really positive. And I think we're going to really avail of that culture in the business. And we're right in the middle of the town. We're in a beautiful location right in the middle of the town. You see some of the slides in there. We use a company called GeoBlink for doing a marketing analysis of the whole location for us, which has been very, very successful for us to help us with our demographic mapping. With this here, we can see the customer experience is going to be really important for us. So the gourmet menu, electronic ordering, eco-friendly delivery, all of those things are really good, including a good wine and beer menu in what we're doing. This is a restaurateur you may or may not have heard of, a man called Terence Conran, who ran Corvino's in London. He's a really top designer, and he said good design is probably 98% common sense. But above all, an object must function well and efficiently. And getting that part right requires a good deal of time and attention. And that's where this next slide comes in. Because here we have Dimitri and Oleg and Katrina driving things from the Moscow office. And we are ready to go on site. We're going to start construction in a week today, handing it back over around the 19th of November. Very tight project management. We've got over 50 work streams, lots of things. And those of you who have opened stores know exactly where we are right now. Lots of things going on all at the same time, hoping to keep everybody COVID safe and keep the project on track, and then also keep it within budget. Once we have done that, we take a big sigh of relief, have a Christmas pudding, and then we go on to 2021. And you can see there Leamington Spa highlighted in orange or circled in orange. And we've got 3 other towns that I'm looking at for corporate development. Cheltenham is very similar to Leamington, but it's a bigger town. Banbury and Stratford are also nearby. So there are 2 really significant towns for us. And next year, we'll also open up our first new concept franchise partners stores. So new concept with new franchisees next year. And then beyond that, we're really looking at the major cities, London, Birmingham, Manchester, really trying to open up these large cities across the UK. And that'll be done partially with franchise partners and partly with us as corporate development. And that's it from the UK. I hope you have a great day when you're in the UK. Look us up and we will buy you a pizza and a coffee. Thank you.